Всем привет! Мы продолжаем рубрику канала, посвященную обзорам свежих новинок от костромских брендов «Автоистория» и «Start-Scale Models». И сегодня я вам покажу еще одну модель сидельного тягача КамАЗ-5490, модификация S5. Эта модель появилась в продаже 21 апреля 2021 года. Ее рекомендованная розничная стоимость составила 2450 рублей. И эти модели пользуются спросом, они во многих магазинах были раскуплены еще на стадии предзаказа, и, возможно, такая модель впоследствии выйдет в наборе с каким-то полуприцепом, но решил взять этот КамАЗ в коллекцию. Мне понравилась окраска кабины и то, что здесь на крышу установили светосигнальные оранжевые маячки. И пока что к этому КамАЗу не знаю, что зацепить. Скорее всего, модель оставлю с самосвальным полуприцепом и, возможно, впоследствии докуплю полуприцеп для перевозки топлива. У Костромы тоже есть одна модель, но пока что не обзавелся ей в свою коллекцию. Этот грузовик немножко отличается от предыдущей модификации КамАЗ-5490, которую я вам показывал чуть раньше на этом канале. Здесь низкая кабина. Еще раз повторюсь, установили дополнительные оранжевые маячки, и также вместо двух топливных баков здесь поставили один бак слева, а с правой стороны установили запасное колесо. И здесь коробка стандартного размера, она ничем не отличается по габаритам от другой упаковки от «Автоистории», только картонка оформлена в стилистике ПАО КамАЗ, и это лицензионная модель. На нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного производителя. Написано, что это игрушка, модель машины в масштабе для детей от 3 лет, может содержать мелкие детали, соответствует каким-то требованиям, дата производства 11 месяц 2020 года, срок годности не ограниченный, срок службы составляет 10 лет, и, естественно, эта модель изготовлена в Китае. Также указан прототип КамАЗ-5490 S5, цвет кабины синий. И похожая модель также выходила в коробочке Start-Scale Models, и модель ОССМ появилась в продаже в далеком 2017 году. Она стоила чуть дороже, чем этот вариант, и отличалась схемой окраски кабины. Там кабина была красного цвета, и также видоизмененные фары в переднем бампере. И здесь очень хлипкая упаковка, и блистер также не защищает модель при транспортировке. И на моей модели был с правой стороны какой-то удар. Вы можете видеть повреждения на блистере, и также погнулось крыло и сломалась одна тяга. Я впоследствии эти детали подремонтирую, но хотел показать вам модель в том виде, в каком я получил ее в свою коллекцию. Если сравнивать этот КамАЗ с ранней моделью КамАЗ-5460, которую я вам показывал также на моем канале, здесь лучше нанесено лакокрасочное покрытие, и мне больше понравился цвет, он немножко темнее. И грузовик довольно легкий, потому что у него очень много пластиковых деталей, и из металла здесь только кабина и рама. Отлично проработаны колесные диски, вполне хорошие покрышки, не вижу смысла менять резину на аналог от Maestro Models. Производитель покрышки Кама, также есть размерность 315 на 70 R22,5, и здесь по дизайну протектора передние покрышки отличаются от задних, как и должно быть на современных евротягачах. Снизу почему-то не окрасили двигатель, также коробку передач, как, например, на грузовиках МАЗ от «Автоистории», но написали, что эта модель изготовлена на фабрике Marcum Toys, и также еще раз нам напоминают, что эта модель изготовлена в Китае. И здесь лучше проработка топливного бака, чем на других костромских моделях. Во всяком случае, нету большой щели между двумя половинками, хотя тоже здесь есть вот такой не очень красивый шов. То ли это технологический момент, то ли должно имитировать шов на настоящем топливном баке. Также здесь есть площадка для водителя.
Отсутствуют перекидки, есть небольшой прожектор, который обозначили серебристой краской. У этого грузовика вполне хорошо проработано подкапотное пространство, установлен двигатель, окрашена выхлопная труба. Нижняя часть кабины из черного пластика, окрашенного в массе. Также здесь виднеется радиатор охлаждения, и вместе с ним отлит вентилятор охлаждения, его можно было сделать более изящно. Также присутствует воздуховод, короб воздушного фильтра, бак для дополнительных жидкостей. Крепление запасного колеса здесь смотрится вполне симпатично, и запаска приклеена к данному креплению, и она никак не окрашена. А колесные диски, повторюсь, здесь выделены серебристой краской. Рабочее седло, хорошо сделаны задние фонари, хотя вид портят небольшие кончики отлитника, и обычно, если вы дорабатываете светотехнику, ее можно срезать, сделать подложку из фольги и немножко черной краской пройтись вокруг корпуса фары, чтобы не было вот такого серебристого цвета, потому что настоящие корпуса у грузовиков в черном цвете. Также установили противоподкатные башмачки, присутствует ресивер, и вы можете посмотреть, как здесь повредилось крыло. Оно немножко изогнулось, и я думаю, нужно будет нагреть эту деталь феном и дать ей правильное положение. И также здесь погнулась часть балки. Ее тоже, я думаю, впоследствии можно поставить на первоначальное место. И вот так выглядит передняя часть. Здесь вполне хорошо сделана решетка радиатора. Серебристой краской обозначили надпись КАМАЗ. Есть также логотип с мустангом. Не очень хорошо получилось сделать светотехнику, и у меня одна из фар также с наружной стороны почему-то заляпана серебристой краской. Присутствуют небольшие противотуманные фары. Если вы посмотрите на оформление переднего бампера, то тут вокруг отверстий не очень аккуратно нанесли черную краску. И давайте я вам покажу, как эта масштабная копия будет смотреться с самосвальным полуприцепом от Автоистории. Это модель МАЗ-95-06-020, тоже вполне хорошее изделие. У меня в коллекции 3 таких полуприцепа, 2 одинаковых, они друг от друга отличаются только покрышками. На один полуприцеп я поставил харьковскую резину ИД-304, а третий полуприцеп был в наборе с импортным тягачом ЛиАЗ, если мне не изменяет память, и у него другая схема окраски, ту модель я покажу чуть позже в детальном видеообзоре. И получается, на мой взгляд, очень симпатичная сцепка. Здесь у грузовика кабина подходит по цвету к кузову полуприцепа. Повторюсь еще раз, на мой взгляд, для этого грузовика возможно более подходящий полуприцеп для перевозки топлива, но такой модели пока что нет в моей коллекции. И также могу вам показать предыдущий КАМАЗ-5490, который я показывал чуть раньше на этом канале. И это модель из набора вместе с полуприцепом НИФАС. И как раз вы можете посмотреть, у зеленого тягача выше кабина установлен обтекатель на крыше, точно такой же передний бампер, точно такая же решетка радиатора. Единственное, здесь добавили солнцезащитный козырек, отсутствуют мигалки. И также сбоку есть дополнительные щитки на топливных баках. На этой модели они отсутствуют. И также здесь справа присутствует еще один топливный бак. На этой модели, на этом месте установлено запасное колесо. И могу вам показать еще один КАМАЗ 5460 от Автоистории. Не очень удачная модель, и на моем экземпляре отвратительная покраска. Здесь есть и наплывы краски, и также по тону отличаются некоторые детали. И в этом плане лучше более современная модель КАМАЗа. И, видимо, здесь как лотерея. Какая модель вам придет, в принципе, такую вы и оставите в своей коллекции, потому что эти модели, повторюсь, расходятся еще на стадии предзаказа. И на этой модели чуть не потерялся поворотник. И, к счастью, один из зрителей моего канала мне об этом сказал, и я этот поворотник нашел на полу. Так бы, когда делал уборку, скорее всего, эту деталь бы выбросил, и нужно было изготавливать ей замену. И покажу вам еще
один полуприцеп от Eligor, и можно его примерить к этому КАМАЗу. Это довольно редкая модель. И этот экземпляр отличается от базового полуприцепа Eligor тем, что у него вместо 3 осей 2. И вместо 3-й оси здесь установили крепление для запасного колеса. Эта модель продавалась в наборе с сидельным тягачом DAF. Я тоже делал на ту модель детальный видеообзор. И это очень тяжелая модель, потому что здесь металлический кузов и металлическая рама. И получается тоже вполне хороший автопоезд. Единственное, на модели полуприцепа от Eligor не очень нормальный шток. Он заточен под определенный тип седла, и он не встает нормально в седло от модели КАМАЗа. И нужно или дорабатывать седло на модели, или спиливать шток и ставить что-то другое. Но можно, в принципе, прислонить полуприцеп просто. Вот так, как сделал я. И получается тоже вполне хорошая сцепка. И пишите ваши комментарии, какие модели современных КАМАЗов есть в ваших коллекциях. Покупали ли вы последние новинки от Автоистории. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики, как на отдельные модели, так и сравнительные видеообзоры. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.